Как объяснить полученные дятловцами травмы? Некая взрывная волна, она бы смела палатку. Подземный ядерный взрыв – это объяснило бы радиацию и больше ничего. Испытание некоего секретного оружия? Версия такая. Совершилась техногенная катастрофа с летательным аппаратом связана. Возможно, в тот момент на Урале проводились испытания секретного оружия. Возможно, был запуск какой-то ракеты не по штатному она вела себя. Они были поражены вот этим ядовитым газом. И они медленно умирали, наша версия. Медленно умирали. Именно поэтому они не могли добежать до палатки, до лабаза. С ракетной версией категорически не согласны судебные медики. Нету следодействия там ни ракетного топлива, да, нету повреждений не характерные вообще ни для чего. Ну вот, понимаете, был бы взрыв, были бы повреждения характерные для взрыва. Нету их. Если происходит отравление ракетным топливом, местность вся в течение нескольких секунд, она отравлена де-факто. Понимаете, от этого не уйти облако. Гептиловое или какое, хотя гептил не был в 1959 году широко применен, так скажем. Понимаете, вот стоит группа, где бы она ни стояла, идет взрывная волна, пострадали все. Порвало бы барабанные перепонки, вот это было. Из 9 пострадали 5. Причем у 2 по голове, у 2 грудная клетка. Если бы неподалеку проходили испытания, вокруг были бы поломанные ветки, мертвые птицы, животные, но ничего такого не было. В это время по этим горам лазило порядка 5 групп туристов. Популярное место, потому что горы голые, красивые, тайга красивая. Там 5 групп в это время было туристов. 5 групп. Никто ничего не... А все они заходили по одному, а все они шли через Ушму. Дорога-то одна там. Ну, поставьте уж мне одного солдата, сказать, солдат, не пускайте.